Среди некоторых российских международников существует и растет убеждение, что нагнетание обстановки в Сирии – это обходной маневр для последующей расправы над Ираном. Насколько в Иране разделяют такое мнение? То, что происходит в Сирии, это в основном под подстрекательством и провоцированием внешнего фактора происходит. На прошлой неделе в Кувейте корреспондент, журналист задал мне подобный вопрос. Он задал более четкий вопрос. Он сказал, что после Сирии уже арабская весна войдет в Иран. А я ему ответил о том, что арабская весна вошла в Иран 32 года тому назад. И вы отстаете на 32 года от арабской весны. Взгляд Соединенных Штатов Америки на Сирию, это считается основательным взглядом. То, что происходит в этом регионе, это там новые игроки. Это молодые женщины, молодые парни, другими словами, совсем новые игроки. Не надо забывать о том, что в Ливии, в Тунисе и в Египте, то есть потеряли свою власть все союзники. Американцы до самого последнего момента хотели предотвратить свержение своих союзников, но им не удалось этого. И поэтому в связи с этим уже в этом регионе, в районе Ближнего Среднего Востока, уже создается новая атмосфера, новая ситуация по вопросам безопасности и по другим вопросам. Из-за неправильных действий Соединенных Штатов Америки в этом регионе, естественно, оттолкнет в изоляцию США в этом регионе и Израиль. Мы исходим из того, что такие оси, как Израиль и Америка, своим вмешательством в Сирию хотят изменить обстановку в этой стране. Они, с одной стороны, дают демократические лозунги, и, с другой стороны, уже привозят в эту страну террористов. И поэтому они хотят с помощью денег и другими методами изменить обстановку в этом регионе, начиная с Сирии. И поэтому это уже основной метод Соединенных Штатов Америки и сионистского режима, именно с таким взглядом, с таким мнением. Но исходя из того, что они не знают сирийскую действительность, и поэтому их проекты уже терпят крах в основном. Но Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, установлением ПРО в различных странах, и с другой стороны, своими другими методами все-таки хотят обеспечить свою гегемонию, но это безуспешно. Но ситуация в регионе говорит о том, что уже появились новые исторические страницы, и время уже не вернется в прошлое. Мы исходим из того, что Сирия уже пройдет этот путь с помощью сирийского народа и устранит все проблемы, которые есть в этой стране. Но внешнее вмешательство, естественно, приносит некоторые убытки и некоторые уроны для Сирии, но все-таки потерпит поражение. Иран находится под жесткими санкциями. Как отразилось это на внутриполитической, экономической жизни Ирана? И второй вопрос о визитах Ахмадинежада в Армению. Там озвучено о том, что намерены широкомасштабные экономические программы реализовывать. Но ничего конкретно не говорится. Вот какие? Хотели бы узнать. Иран в течение прошедших 30 лет всегда был под различными санкциями от различных стран. Это уже происходило, это и никак не шокирует Иран. В то же время, естественно, если мы более внимательно будем изучать эти санкции, возможно, они будут оказывать минимальное влияние в некоторых сферах. Однако Исламская Республика Иран, благодаря своему опыту, обойдет все эти санкции. То, что касается Америки, это мы знаем, что американцы сейчас не на вершине своего могущества. Американцы, Соединенные Штаты Америки, слабее гораздо, чем раньше они были. То, что касается визита президента Ирана, господина Ахмадинежада, в Армению, у нас, можно сказать, что равномерное
конструктивные взаимоотношения и разумные взаимоотношения со всеми нашими соседями. И взаимоотношения с Арменией тоже находятся в русле этого конструктивного видения Ирана. И, естественно, со всеми этими странами у нас есть различные договоренности в экономической, политической, культурной областях. Но мы будем поддерживать добрососедские, дружественные связи со всеми нашими соседями. Красная линия для нас – это сионистский режим, потому что это режим оккупации, узурпаторский режим. В части регионального сотрудничества у нас, можно сказать, что превосходные взаимоотношения между Ираном и Россией можно назвать. Вот в ближайшее время, как заявил господин Ахмадинеджад, уже могут состояться переговоры по ядерным проблемам. Эти переговоры будут идти на основании плана Лаврова или на основании каких-то других документов? Еще один маленький вопрос вдогонку. А верит ли Тегеран в то, что Башар Асад все-таки удержит власть? Спасибо. Но то, что касается ядерных переговоров, естественно, разные варианты уже находятся, можно сказать, на столе переговоров. Пошаговый проект России в числе вот тех проектов и в других форматах и в других ситуациях тоже Исламская Республика Иран всегда приветствует проведение переговоров. Мы исходим из того, что конструктивные переговоры без предварительных условий – это самый хороший метод для достижения договоренности. Мы интерпретируем и оцениваем ситуацию в Сирию как-то совсем по-другому от ситуации в других странах. У нас есть аргументация относительно иностранного вмешательства в это государство, но мы видели, что во всех арабских странах почти, где происходили так называемые арабские революции, в течение одной недели вот эти события повторялись в разных странах, а в Сирии этого не было вообще. Если вы изучите информацию, тогда вы убедитесь в том, что в Сирии спустя 3 месяца после начала волнений в арабских странах уже мы стали свидетелями некоторых событий. Но мы видели, что в других странах, значит, в столице или на одной площади были основные точки сбора населения, а в Сирии вообще Дамаск был спокоен, там ничего не происходило. Но те демонстрации, которые там происходят, происходят в одном или в 2 пограничных городах в той стране. В эти города уже десятки тысяч вооружений уже за границей поступили в эти города. Видим, что террористические акты адресованы руководителям этой страны или определенным категориям людей этой страны. Но это не говорит о том, что среди сирийского населения нет требований. Мы считаем, что требования, народные требования сирийского народа отличаются от иностранного вмешательства. Естественно, такое требование уже обеспечивается путем той реформы, которой руководители этой страны. Мы считаем, что Башар Асад, отвечая позитивно на народные требования, естественно, и сопротивляя против иностранного вмешательства, переживет. И мы всегда говорим нашим арабским друзьям о том, что нельзя, чтобы иметь для Йемена политический проект, политическое решение. И в Йемене уже выдали время Али Абдулла Сале, и невинные люди тоже погибали в течение длительного времени. А в Бахрейне этого не было. Вообще не было никакой возможности для предъявления волеизъявления, и с самого начала уже вы начали подавлять. А в Сирии совсем по-другому. Очень поспешный проект относительно смены политического руководства.
И мы сказали, что такие вот выборочные вот проекты никак не помогут установлению стабильности. И, естественно, народы мира, народы разных стран видят эту двойную политику по отношению к разным странам, и они отвергают такую политику.